В мировой терминологии НЛО это термин, который означает «неопознанный летающий объект». Аббревиатура появилась в 50-х годах прошлого века. В частности, первое упоминание о термине НЛО встречается в книге американского писателя и авиатора Дональда Кейха «Летающие тарелки из космоса». Она была написана в 1953 году. Говоря научным языком, НЛО представляет собой визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве, летающий или производящий впечатление летающего, объект или аналогичное оптическое явление, не идентифицированные конкретным наблюдателем как известный природный или искусственный объект, самолет, ракета, обломки спутника, аэростат и другое. Неофициальная наука, которая изучает НЛО тарелки таинственного вида, странные вспышки и огоньки в небе, называется уфологией. Ее последователи уверены в том, что инопланетяне периодически наведываются на нашу родную планету. Говоря о первом в мире крушении НЛО, называют дату 17 апреля 1897 года. Именно в этот день неопознанный летающий объект, который, по свидетельствам очевидцев, имел форму сигары, врезался в ветряную мельницу в Техасе. О странном событии американская газета Dallas Morning News сообщила через 2 дня после таинственного инцидента 19 апреля. В статье было указано, что пилот странного летающего объекта не принадлежал к человеческой расе. Его останки похоронили в безымянной могиле на Техасском кладбище, а крупные обломки корабля скинули в глубокий колодец. Бытует мнение, что громкие газетные заголовки 1897 года были всего лишь попыткой привлечь внимание общественности к небольшому провинциальному городку, серьезно пострадавшему после серии трагических происшествий, эпидемии лихорадки, неурожая хлопка, сильного пожара, экономических потрясений, не более чем мистификацией. С 1970-х годов руководство Техасского кладбища получило несколько запросов на эксгумацию могилы погибшего много лет назад пилота. Но все они были отклонены. Выбор даты для проведения праздника связывают с инцидентом, который произошел в начале июля 1947 года в американском штате Нью-Мексико. Местный фермер Уильям, внезапно заметивший яркую вспышку света, увидел на земле необычные обломки, которые казались металлическими и неглубокую траншею длиной в несколько сот футов. Упавший объект очень заинтересовал американских военных, забравших необычную находку на местную авиабазу. Сенсация быстро стала обрастать выдуманными подробностями. По одной из версий местных жителей, на Землю приземлился круглый металлический летательный аппарат, на месте крушения НЛО остались тела пришельцев. Чуть позднее даже появилась запись вскрытия инопланетных существ, но американское правительство назвало ее подделкой. Надо признать, что заявления местных военных по поводу происхождения объекта оказались довольно противоречивыми и непоследовательными. 8 июля командующий 8-й воздушной армией бригадный генерал Роджер Реми выступил по радио, заявив, что на ранчо фермера упал метеорологический шар-зонд, в настоящее время обломок находится в моем кабинете, и, насколько я могу судить, здесь нет ничего особенного. Штуковина, экран из алюминиевой фольги в форме звезды, служащий для отражения сигналов радара, может лететь только в зависимости от скорости ветра. Однако через несколько десятков лет версия военного ведомства изменилась. По заявлению Пентагона, сделанному в 1994 году, 2 июля 1947 года в штате потерпел катастрофу высотный стратостат, который предназначался для определения мест проведения ядерных испытаний. В перспективе при помощи такого аппарата, по словам военных, можно было бы засекать пуски баллистических ракет. Поскольку спецслужбы Соединенных Штатов сразу же засекретили все материалы, связанные с таинственным падением, можно только строить догадки о том, что случилось на самом деле. 27 октября 1954 года на флорентийском стадионе Артемия Франки собралось около 10 тысяч футбольных фанатов. Болельщики оживленно наблюдали за противостоянием знаменитой Фиорентины и ее местного конкурента Пистоиезе. Неожиданно на трибунах воцарилась тишина, внимание тысяч фанатов было приковано к небу. Игроки футбольных команд остановили матч и замерли на поле, показывая пальцев вверх. Среди очевидцев события был и известный итальянский игрок Ардико Маньини. «Я запомнил все от А до Я», впоследствии вспоминал он об увиденном на флорентийском стадионе. Это было что-то похожее на огромное яйцо, которое медленно проплывало у нас над головами.
Все смотрели вверх, а с неба спускались серебряные нити. Местные журналисты поэтично называли загадочное явление прядями волос ангелов. Падающие с небес серебряные нити еще несколько дней находили на деревьях и крышах домов. При контакте с человеческой кожей они таинственным образом распадались. Местные ученые высказали предположение, что футбольные болельщики увидели нити, сплетенные мигрирующими пауками. Однако их коллеги из Института химического анализа Флорентийского университета с этой версией не согласились. Как оказалось, в прядях волос ангелов содержались такие элементы, как кремний, бор, магний и кальций, которые не входят в состав органической паучьей паутины. В декабре 1965 года в штате Пенсильвания, недалеко от Кексбурга, приземлился огромный инопланетный объект. По словам местных жителей, фюзеляж корабля размером с автомобиль был покрыт загадочными символами, похожими на египетские иероглифы. Однако, по свидетельствам очевидцев, внимательно рассмотреть НЛО им не удалось. На место происшествия быстро въехали несколько грузовиков с вооруженными военными. Они оцепили местность и разогнали местных жителей по домам. Спустя некоторое время мужчины что-то погрузили в грузовики и уехали. Однако позже военные стали отрицать, что забирали какие-то улики с места таинственного происшествия. Любопытный факт: на следующее утро в местной газете Гринсбурга Трибуна Ревью появилась статья о приземлении НЛО и необычном поведении вооруженных мужчин. Однако спустя несколько дней появилось опровержение этой информации, несмотря на свидетельства очевидцев события. 20 сентября 1977 года примерно с 4 до 4:20 утра по московскому времени в северо-восточной части неба в Петрозаводске и в других населенных пунктах Карелии, а также в Ленинграде и Ленинградской области, в частности, в Пулковской обсерватории и аэропорту Пулково в Псковской области. В Прибалтике и в Финляндии, в Хельсинки и Нурмиярве наблюдался объект, от которого отходили довольно длинные светящиеся полосы, из-за чего он напоминал медузу или осьминога. Цвета указываются разные – белый, желтый, багровый, синеватый и даже зеленый. Звукового сопровождения не было. В самом Петрозаводске имеются свидетельства около 100 человек, большинство жителей в это время еще спали. Описание явления очень похоже на наблюдаемые в районе Байконура старты космических ракет. Так, вечером 15 декабря 2015 года ракетоноситель «Союз-ФГ» наблюдали на огромной площади сразу в нескольких городах Сибири. В этот день именно в 4 часа 1 минуту московского времени с космодрома Плесецк, находящегося к северо-востоку от Петрозаводска, был запущен спутник радиоэлектронной разведки «Космос-955». При запуске ракета-носитель «Восток-2М» двигалась на северо-восток, чтобы вывести спутник на околополярную орбиту. В верхних слоях атмосферы оставался характерный многопучковый след из струй продуктов сгорания, выбрасываемых 5 двигателями ракеты, освещенный из-за горизонта восходящим солнцем. В Петрозаводске и других местах к юго-западу от Плесецка этот след наблюдался как своеобразная светящаяся медуза на фоне темного неба на северо-востоке. Угловая высота центра медузы над горизонтом сначала увеличивалась по мере подъема ракеты, затем стала уменьшаться из-за удаления ракеты от места запуска, что было интерпретировано некоторыми наблюдателями как приближение и последующее удаление, хотя азимут полета в действительности оставался неизменным. Петрозаводский феномен иностранными исследователями сразу же был связан с запуском спутника «Космос-955». Отмечалось также, что аналогичное явление наблюдалось в Швеции и Финляндии при запуске из Плесецка метеоспутника «Метеора-1» 26 октября 1969 года в 4 часа 41 минуту на орбиту с тем же наклонением, иными словами, в почти одинаковых условиях по времени, освещенности и траектории, с помощью того же «Востока-2М». Кроме того, Джей Моберг, эксперт по космонавтике из Хьюстона, сообщил, что наблюдение аналогичных явлений, с учетом также возможной облачности, не происходит во время каждого запуска, осуществившееся для петрозаводского феномена сочетание азимута запуска, высоты, условий освещенности на траектории, типа ракеты-носителя на этот момент сошлось лишь в 4-й раз. Несмотря на достаточно большую частоту запусков из Плесецка, на 1977 год это был наиболее загруженный космодром Земли, с него было осуществлено около 40% всех запусков. В советской открытой печати петрозаводский феномен объяснялся не запуском спутника, а возможным падением метеорита или входом в плотные слои атмосферы остатка искусственного спутника или ракеты-носителя,
поскольку на тот момент советскими властями официально существование космодрома Плесецк не признавалось. О явлении 23-24 сентября сообщали ряд центральных и местных газет. Наиболее полное расследование в 1977 году провел научный сотрудник ГАИШ, кандидат физико-математических наук Гинделис с группой коллег. Он собрал множество свидетельств очевидцев, связался с сотрудниками Петрозаводского государственного университета. В итоге он счел версию о пролете ракеты недостаточной для объяснения всех наблюдаемых явлений, однако дело осложнялось разногласиями в свидетельствах очевидцев, некоторые наблюдали несколько объектов, приводились разные данные о светимости объекта, направлении его движения, высоте и прочем, и отсутствием фотографий и документальных данных. Летом 1978 года исследование Петрозаводского государственного университета по определению пространственного положения объекта, основанное на сопоставлении местонахождения очевидцев и точек неба, в которых они его наблюдали, дало оценку высоты пролета от 6 до 15 километров, что не соответствует версии о ракете, но не может объяснить наблюдения в Ленинградской области и Финляндии, если только не предположить, что было несколько одинаковых объектов. На космодроме Плесецк никаких комментариев по этому случаю не давали, военные космические проекты в то время были строго секретными. Известно только время запуска спутника, который запустили в эту же ночь в 4 утра. Имеются свидетельства около 15 жителей Петрозаводска о том, что с октября 1977 по начало 1978 года в окнах их квартир, расположенных в многоэтажных зданиях в разных районах города, по неизвестной причине появились отверстия. Некоторые отверстия были неправильной формы, некоторые почти идеально круглые, с оплавленными или отшлифованными краями. В доме 12 по улице Дзержинского в новогоднюю ночь 1 января 1978 года были повреждены окна сразу в 4 квартирах, некоторые жильцы в это время слышали взрыв. Согласно заключению экспертизы, проведенной весной 1978 года, отверстия появились в результате выстрелов из рогатки, травматического пистолета или духового ружья. Гинделис был не согласен с этими выводами, при этом отрицал связь появления отверстий непосредственно с явлениями 20 сентября. 19 сентября 1976 года, приблизительно в 00:30 по местному времени, Тегеранский командный пост ВВС Ирана получил 4 телефонных сообщения от жителей городского округа Шамиран о необычной активности в ночном небе. Некоторые из звонивших рассказывали о птицеподобном объекте, другие — о ярко светящемся вертолете. Когда выяснилось, что никаких вертолетов в воздухе нет, был вызван командующий ВВС округа генерал Йосифи. Генерал сначала посчитал, что наблюдаемое свечение – обычный звездный свет, но после совещания с диспетчерской международного аэропорта Мехрабад и личного наблюдения очень яркого объекта, размерами превосходящего видимые Земли звезды, он решил поднять в воздух один перехватчик с военной базы ВВС Шахрохи в Хамадане, в 282 километрах к западу от Тегерана. В 1 час 30 минут F-4, управляемый капитаном Мохаммадом Реза Азизхани, взлетел и проследовал к точке в 64 километрах к северу от Тегерана. Объект был столь ярким, что его было видно за 112 километров. Когда самолет приблизился к объекту примерно на 40 километров, у него отключилась вся аппаратура и потерялась связь, что вынудило Азизхани изменить курс и вернуться обратно на базу. На обратном пути все системы работали нормально. В 1 час 40 минут в воздух поднялся второй F-4 под управлением лейтенанта Парвиза Джафари. Джафари впоследствии ушел на пенсию в качестве генерала и 12 ноября 2007 года принял участие в конференции Национального пресс-клуба, посвященной исследованию феномена НЛО во всем мире. Джафари обнаружил объект на радаре своего самолета на расстоянии 43 километров. На радаре объект был похож на Boeing 747. Когда до объекта оставалось 40 километров, он начал движение, сохраняя постоянное расстояние от F-4, который летел со скоростью 150 миль в час. Яркость объекта не позволила определить его размеры. Свет, исходящий от НЛО, перемежался синим, зеленым, красным и оранжевым. Огни попеременно мигали, но так быстро, что казались горящими одновременно. Пока объект и F-4 летели на юг, более мелкий второй объект отделился от первого и направился к F-4 на высокой скорости. Лейтенант Джафари, думая, что его атакуют, попытался запустить ракету Sidouender,
но вдруг отключилось все оборудование, включая оружейные системы и связь. Попытки их перезапустить успехом не увенчались. Объект пролетел под ним и за короткое время удалился на 4 или 5 километров, затем вернулся к первому объекту. Как только F-4 развернулся, вся аппаратура возобновила свою работу. Пилот самолета увидел еще один ярко светящийся объект, отделившийся от первого и полетевший к земле на большой скорости. Он ожидал увидеть столкновение с землей и взрыв, но посадка была мягкой. Позже F-4 облетел это место на меньшей высоте и отметил место падения светящегося объекта. Джафари позже говорил, что объект был таким ярким, что были видны скалы вокруг него. Объект приземлился неподалеку от Ray Oil Refinery на границе Ирана. Гражданский пассажирский самолет, приближавшийся к Мехрабаду, тоже потерял связь, пролетая над тем же местом. Как и F-4, они видели еще один объект цилиндрической формы с постоянными яркими огнями на концах и вспыхивающими посередине. Приблизившись, объект облетел F-4. Диспетчерская Мехрабада сообщила, что в воздухе ничего не было, но персонал вышки мог видеть объект в направлении, данном Джафари. Годы спустя главный диспетчер и генерал признались, что объект облетел вышку, отключив там все оборудование. На следующий день экипаж F-4 прилетел на вертолете к месту посадки меньшего объекта. В свете дня не было найдено никаких следов. Затем они облетели местность и к западу поймали заметный пикающий сигнал. Громче всего сигнал был около маленького дома, поэтому они приземлились и опросили жителей дома о необычных событиях предыдущей ночи. Они ответили, что слышали громкий шум и видели яркий свет, подобный молнии. Дальнейшие исследования места посадки, включающие измерение радиации, по всей видимости проводились, но их результаты так и не были опубликованы. Эти события произошли перед падением династии Пехлеви, и записи в Тегеране могли не уцелеть. Военный спутник-шпион тоже зафиксировал этот случай. Американский IS-DSP-1 наблюдал инфракрасную аномалию во время инцидента и в течение часа после него. В 1994 году во время подготовки телевизионной программы Sightings были опрошены многие свидетели инцидента. Почти все говорили об объекте как о высокотехнологичном произведении внеземного разума. Один из летчиков, Ядди Назири, предположил, что объект двигался со скоростью между 2 и 3 тысячами миль в час. Он сказал, что объект был превыше всякой скорости и мощи. Позже F-4 все равно не смог бы его перехватить. Вот когда я увидел, что это НЛО. Назири добавил, что ни у одной страны нет таких летающих объектов, поэтому я думал, что он с другой планеты. Пилот второго F-4, Парвиз Джафари, сказал, что после неудачной попытки запустить ракету он испугался за свою жизнь и попытался катапультироваться, но соответствующая кнопка не сработала. На пресс-конференции 12 ноября 2007 года в Вашингтоне Джафари добавил, что главный объект выпустил 4 меньших объекта, а один из них полетел по направлению к самолету и вернулся обратно к главному. Второго Джафари попытался атаковать, еще один следовал за ним, последний ярко светился и упал в пустыню. Пилоты обоих перехватчиков, отвечая на вопрос, заданный на пресс-конференции, сказали, что были уверены, что видят объект внеземного происхождения. Генерал Надер Йосифи сказал, что приказал поднять в воздух 2 перехватчика. Он показал, что из-за опыта, который я получил 19 сентября 1976 года, я поверил, что там что-то есть. Мы не знаем, что это и откуда оно появилось. Йосифи припомнил много деталей, которые уже упоминались в отчетах, но также добавил много новых. Он сказал, что второй F-4, потеряв связь и возможность управлять оружием, попытался преследовать НЛО. Но даже он не мог догнать объект. Пилоты решили вернуться в аэропорт Мехрабад. По словам Йосифи, когда самолет приближался к земле, ему позвонили из диспетчерской и сказали, что НЛО преследовал его до самой базы. Диспетчер Хосейн Перузи сказал Sightings, что пилот был в панике из-за большого НЛО, летевшего прямо за ним. По словам Перузи и других диспетчеров, объект пролетел над Мехрабадом на высоте примерно 660-750 метров.
Описывается цилиндрический объект размером с рейсовый автобус с немигающими яркими огнями на концах и мигающим на середине. На время пролета НЛО в диспетчерской выключилось электричество, хотя с остальными частями аэропорта было все нормально. НЛО полетел на запад и через 25 минут замечен пилотом египетских авиалиний над Средиземным морем, затем над Лиссабоном пилотом, экипажем и пассажирами самолета авиакомпании KLM, которые утверждали, что объект двигался на запад через Атлантический океан. На следующий день в Тегеране началось расследование. Заместитель командующего ВВС Ирана генерал-лейтенант Абдаллах Азарбарзин опросил всех начальников и написал доклад. Генерал Джафари, пилот второго F-4, подтвердил, что был среди опрошенных и на допросе присутствовал американский полковник, который делал записи. В заключении диспетчер Перузи так вспоминал о вопросах Азербайджана: когда они услышали наш доклад и доклады наших пилотов, они решили, что ни одна страна не обладает такими технологиями и что они верят, что этот странный объект был из космоса. В интервью Sightings Азербайджан подтвердил слова Перузи. Он сказал, что, по их мнению, объекты преднамеренно вывели из строя электронику обоих самолетов и диспетчерской. Об объектах, которые отделились от НЛО, Азербайджан сказал: пилоты назвали их огненными шарами, но мы все думаем, что это были очень мощные волны электромагнетизма, которые отключили всю электронику, VHF, UHF, системы контроля за вооружением, радар, оружейная связь, все. Все выключилось. Азербайджан также сказал, что второй пилот хорошо рассмотрел НЛО снизу, когда второй F-4 выходил из аварийного пики. В интервью Sightings и исследователю доктору Брюсу Маккаби, что второй пилот рассмотрел форму объекта, которая, по его словам, была круглой, как тарелка или блюдце, с куполом или кабиной, выглядевшей как полусфера, светящаяся оранжевым или желтым светом, в которой не было видно экипажа. Рассмотрев все факторы, учитывая чрезвычайную способность объекта к ускорению, Азербайджан пришел к выводу, что НЛО превосходило всю известную людям военную технику. Об этом заключении было доложено генералу Хатеми, личному военному советнику Шаха, который велел передать доклад военной консультационной группе Соединенных Штатов в Тегеране. Так отчет попал к главе МААК в Иране генералу Ричарду Секорду. Генерал Азербайджан не сообщил, видел ли Секорд этот доклад, но другой высокопоставленный офицер ВВС Ирана, Мамуд Сабахат, сказал Sightings, что он присутствовал на встрече в ночь инцидента и заявил, это появление НЛО было первым в истории наших ВВС. Генерал Азербайджан также сказал Маккаби, что все материалы расследования были переданы ВВС США. Тем не менее, ВВС США заявляют, что их единственный доклад по инциденту – показания пилота второго F-4. 1 октября 1976 года в Iran Times были опубликованы переговоры лейтенанта Джафари, пилота второго перехватчика. Самолет летел к Тегерану со сверхзвуковой скоростью. Джафари сказал, что, заметив его приближение, НЛО увеличил скорость. По размеру оно было похоже на половину Луны, если смотреть на нее с Земли. Оно светилось фиолетовым, оранжевым и белым, в 3 раза ярче Луны. Слышно, что Джафари приказали вернуться на базу, если он не сможет догнать объект, и он прервал погоню. Когда он возвращался, он сказал диспетчерам, что НЛО развернулось и догоняет своих преследователей, и он, возможно, будет вынужден сесть. Что-то догоняло меня сзади. Я думаю, оно хотело в меня врезаться. Пролетело прямо подо мной, едва меня не коснувшись. Обеспокоенный голос пилота был явственно слышен на кассете. В статье также говорилось, что пилот говорил о ярком круглом объекте 4,5 метра в окружности, отделившемся от НЛО. Также сказано, что подлинность объекта подтверждена 2 пилотами F-4, несколькими диспетчерами и свидетелями, которые с Земли наблюдали яркое тело, то ли летящее по небу, то ли падающее с неба. Другой документ, обнародованный позже, сообщал об очень похожем объекте, наблюдавшемся в тот же день 3 или 4 часа спустя, в 1 или 2 часа местного времени, в небе уже над Марокко. Документ был из американского посольства в Рабате. Сообщается, что полиция Марокко получила множество сообщений об объекте, летящем параллельно Атлантическому побережью на небольшой высоте. Объект был круглой или трубчатой формы, летел, не издавая шума.
Один из работников посольства, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что он летел медленно, словно заходил на посадку. Сначала он казался дискообразным, но по мере приближения вытягивался. Госсекретарь США Генри Киссинджер выступил с обращением через 10 дней, заняв официальную позицию США по вопросам НЛО. Он сказал, что все наблюдения НЛО могут быть объяснены естественными причинами и дальнейшее расследование не требуется. Киссинджер сказал, что, возможно, наблюдатели видели метеор или спутник. В ходе расследования выяснилось, что статья о Тегеранском инциденте была написана в 1978 году в Midge Quarterly, периодическом издании Electronic Security Current в Сан-Антонио, Техас. Доклад в целом приводил сведения разведывательного управления Министерства обороны США, но начинал со словами: «Иногда в своей карьере каждый пилот может встретиться с чем-то необычным, что не может быть полностью объяснено логикой или последующим расследованием». Эта статья рассказывает о таком эпизоде, о котором поведали экипажи двух F-4 Phantom имперских военно-воздушных сил Ирана в конце 1976 года. Не ожидается никакого объяснения или дополнительной информации. Историю унесет ветром, и о ней, наверное, забудут, но это будет интересное, возможно, волнующее чтение. Газета «Вечерний Свердловск», 1989 год. Как-то в середине 70-х годов позвонил Богоявленский и рассказал, что поздно вечером, в октябре, он видел необыкновенное зрелище. Там, где только что заходило солнце, зажглась. Как бы срываясь с нее и постепенно увеличиваясь в диаметре, по небу пошли кольца. Одно в другое и так далее от центра. Кольца заняли большой сектор неба на западе, все увеличиваясь и как бы приближаясь к городу. Их видели многие свердловчане, да и не только жители нашего города. В ночь с 10 на 11 июня 1989 года между 2 и 3 часами ночи из окна своей квартиры я видела нечто очень необычное. Светящийся розовым газом, цвета заката, диск приближался. Вернее, увеличивался в размерах, оставаясь на месте. Когда диск достиг наибольших размеров, стало слепить глаза. Продолжалось это с тех пор, как я его увидала, минуты 2-3, и диск стал уменьшаться в размерах, превратился в светящуюся точку и исчез. Я еще несколько минут не могла отойти от окна, потому что все увиденное меня поразило. И снова той же самой формы объект вновь появился из той же точки. Он быстро достиг тех же размеров и завис, как мне показалось, где-то над плотинкой. Я смотрела из окна 5-го этажа дома, что за школой искусств на улице Луначарского. После грозы облаков на небе не было. Но этот самый объект стал трансформироваться, как будто месяц закрывали тучи. Месяца на небе, на западе, я не нашла. Продолжалось это значительно дольше, чем в первый раз, но, приняв форму диска, его вида сбоку, объект исчез в ту же точку тем самым путем. Итак, в воздухе над городом появляются небывалые световые эффекты. Если Богоявленский смотрел на эту линзу спереди, то ему виделось, как из точки исходят круги, постепенно увеличиваясь в размерах. Смоленкова видела этот световой эффект сбоку, поэтому ей он показался гигантской линзой, разрастающейся от той же загадочной точки и вновь сжимающейся к ней. Своими наблюдениями поделился с нами и Смагин. Он ведет дневник, куда записывает все случаи, привлекавшие внимание. Вот какую запись он сделал 23 октября 1974 года. Интересное явление на чистом небе. Ехали мы на машине. Я, жена и сын. Вечером с озера Балтом, примерно 18:30 или 18:45. Вдруг жена говорит: «Смотрите, ребята, на небе ореол». Мы посмотрели действительно, на небе, притом чистом, ореол со светящимся центром. Сначала подумали, что это от Луны. Но смотрим, Луна ярко светит в стороне. Описать можно так: неполный туманный круг со светящимся центром. Края круга ярко выражены. Потом центр пропал. Круг стал полный. Луна находилась слева. Круг стал расти, пока не пропал. Впечатление дымного кольца, выпущенного из папироски. Только все это на чистом звездном небе. Минут через 5-10 это кольцо исчезло,
расширилось и прошло. Утром следующего дня я позвонил в обсерваторию. Мне ответили, что это явление оптического характера, так ли? В 1976 году летом сотрудники поехали на 3-дневную экскурсию в Вардию, пещерный город на границе с Турцией. На обратном пути заезжали в Абастуманскую обсерваторию. Смотрели через раздвинутый купол на небо. Вечером, подъезжая к горе, на перевале увидели стоят по обочинам дороги машины, автобусы, все люди вышли из них и смотрят на небо, на север. А там над ближайшей горой висит огромная луна. Ее обрамляет корона, которая тоже светится. Мы вышли все из автобуса и минут 10 вместе со всеми наблюдали это чудо. Было 7-8 часов вечера, светло, а на Кибе яркая планета висит над головой, как сейчас вижу. Думали, что в это время в Абастумайской обсерватории наблюдают это явление, но, увы, ни в печати, ни по телевизору никаких сообщений не было. Похожее происходило и у нас. Вот письмо свердловчан Рассохиных. 15 июня 1989 года окно осветилось каким-то ярким светом, что даже я проснулась. Посмотрела в стороне Уралмаша, было зарево, форма как половинка солнца с лучами. Я подумала, что где-то опять пожар, но с южной стороны муж увидел радугу, красивую, но не полную, а только одну скобочку с восточной стороны на юг. А когда мы вернулись к северному окну, то зарево было как бы за тучами и моментально исчезло, и радуги не стало. Это прошло минуты 2-3, не больше. Газета «Уральский следопыт», 1989 год. Серии наблюдений их кочуют по планете. Неужели дошла очередь до Урала? За 2 месяца 3 свидетельства очевидцев. Вначале разговоры о светящемся шаре над Свердловским цирком. Затем сообщение Вишилова из села Ключ Ачитского района Свердловской области. Валерий Иванович сообщает, что 16 марта жители села стали свидетелями интересного явления. Около 7 часов вечера на небе появился светящийся объект с небольшим бесформенным хвостом. Он медленно летел с запада на восток. Полет продолжался около 30 минут, в конце его хвост угас, осталась звездочка, и вдруг она выбросила новый хвост наподобие взрыва и исчезла. Валерию Ивановичу удалось сфотографировать таинственное явление. Он прислал негативы. Публикуем отпечатки с них слева направо, по направлению движения объекта, в том порядке, как пронумерованы кадры на пленке. Настораживает последний кадр, как похоже на комету. О болиде я не говорю, тот пролетает за считанные секунды, оставляя длинный дымный след. Но, как известно, Солнце заходит на западе. Значит, хвост сфотографированного объекта направлен как раз на Солнце. В то время как хвосты комет тянутся в противоположную от Солнца сторону, солнечный ветер гонит кометную пыль. Необъяснимо для атмосферного полета и малая скорость движения летящего объекта. Не говоря уже о мгновениях полета как естественных метеоритов, так и искусственных остатков спутников и ракет, напомню, что реактивные самолеты и подобные им аппараты пересекают небосвод за считанные минуты, но уж никак не за полчаса. При такой угловой скорости движения объекта возможна и космическая его линейная скорость, но тогда он должен находиться на таком расстоянии от Земли, где уже нет и частиц атмосферы, трение о которую раскаляет тело до свечения. В нашем случае светящийся хвост можно принять за выхлопы работающих двигателей. И третье свидетельство очевидца. Рассказывает писатель-фантаст, доктор технических наук Сергей Александрович Тругаль, 26 апреля в 23 часа 10 минут я заметил из окна своей квартиры, неподалеку от Свердловского железнодорожного вокзала, сияющий цветом звезд шар величиной с лунный диск. Он летел на высоте примерно от 3 до 8 километров от сортировки в сторону Химаша, то есть с северо-запада на юго-восток. Скорость движения от горизонта до зенита 15-20 секунд. От шара исходило от 3 до 5 лучей в сторону, противоположную движению. Лучи сильно расходящиеся, длиной 15-20 километров, яркие, затем затухающие. Когда объект скрылся за соседним домом, лучи лишь постепенно теряли яркость свечения. Это явно не инверсионный след, а световые лучи, похожие на работу двигателей световой энергии ТЕ фотонных. Это был не болид.
Я сам видел болид в 1953 году в Уссурийске, ничего похожего. В момент пролета шара над районом вокзала в вычислительном центре Свердловской железной дороги, по словам дежурного механика, выключились ВЭМ. В нашем НИИ железнодорожного транспорта, по словам вахтера, на несколько секунд погас свет, потом снова загорелся. Газета «Уральский рабочий», 1990 год. В редакцию газеты направляю для сведения объяснение гражданки Шамахметовой из поселка Октябрьский Сысердского района. Начальник Арамильского ГОМ Ахунов. Зинаида Григорьевна, учитель русского языка и литературы, шла утром в школу и увидела над железнодорожным полотном странный, похожий на тарелку, а еще больше на перевернутую мужскую шляпу с широкими полями, предмет. Он висел в воздухе приблизительно на высоте дерева, был бирюзово-голубого цвета. Ширина около 2 метров, высота с полметра. Это же явление заметил и другой учитель Потапова и ученики 5-х классов. Правда, ребята, видимо, находившиеся в другой точке наблюдения, видели 3 сцепленных между собой шара. Потом они медленно удалились в сторону поселка Большое Сидельниково. Было это, судя по сопроводительному письму, 1 февраля или в конце января. Вечером 13 января Марина Устьянцева из города Каменск-Уральского укладывала 10-месячную дочь спать, потушила свет. За окном мела метель. Вдруг женщина увидела, что по ветру на небольшой высоте плывет светящийся ярко-желтым светом шар. Плывет плавно, медленно, словно пренебрегая яростными порывами ветра. Женщина позвала маму, и они вместе наблюдали за шаром 2-3 минуты, пока он не исчез. Это, не знаю, как его назвать, пишет нам сотрудник невьянской газеты «Звезда суставов», пролетело над землей метрах в 50. Оно было круглое, оранжевого цвета, издавало продолжительный звук, похожий на автомобильный сигнал. Двигалось на юго-восток. Подошла соседка. Что это было, не знаю. 25 января, возвращаясь домой, киномеханик в поселке Старая Ляля Соколов увидел в небе быстро летящий объект. Скорость и высота, как у самолета. Светился, оставляя за собой рассеянный свет. Было это вечером в 10:25. Автор сообщения приложил и рисунок, нечто вроде красноватой линзы, движущейся выпуклой стороной вперед. Эти сообщения АНЛО. Летают они над Свердловском, в окрестностях Кольцова, юго-западного района, Уралмаша, Алапаевском, Нижней Салдой и другими населенными пунктами. И, естественно, люди живо интересуются, что же все такие это такое. Для тех, кто не читал наших предыдущих публикаций на данную тему, повторю, что большинство наблюдаемых объектов вполне объяснимы. Это чаще всего шаровые молнии, остатки космических аппаратов, обломки геофизических и других ракет и зондов. При входе в плотные слои атмосферы они сгорают, создавая иногда довольно причудливые оптические, звуковые и иные эффекты. Но какая-то доля НЛО или, если взять шире, аномальных явлений пока не получила научных объяснений, по подсчетам специалистов до 5% наблюдаемого. Ученые, которые понемногу начинают поворачиваться лицом к этим феноменам, всерьез изучать их, выдвигают несколько гипотез: эффект самоорганизующейся материи, параллельные миры и так далее. Конечно, трудно поверить в такие сообщения, как появление пришельцев в Воронеже, действие неизвестных сил в одной из московских квартир, полет женщины из поселка Протвино, Подмосковье, на летающей тарелке, встреча с гуманоидами в Рыбинске. Да что перечислять отдаленные города, коли вести об инопланетянах поступают к нам и здесь. В одной из городских квартир якобы систематически появляются 7 гуманоидов из созвездия Орион. Они вступают в контакт с хозяином, изучают землян. Довольно агрессивны, властны. Просьбу, переданную через человека, позвонившего нам, устроить встречу с сотрудником редакции или членами недавно созданной уфологической группы, отвергли. Наверное, большинство, услышав про подобное, вправе вместе с кандидатом психологических наук Газманом спросить, почему это мракобесие, вера в НЛО, пришельцев, получает такое широкое распространение, почему так пассивна интеллигенция, специалисты? Ведь по анонимному звонку не проверишь, попытка ли розыгрыша это, или у человека поехала крыша, то есть он нуждается в лечении. Не будем торопиться.
Попытаемся прислушаться. Ведь со своими сообщениями к нам обращаются и вполне серьезные люди, критично относящиеся к себе и окружающему миру, обладающими немалыми знаниями и широким кругозором. Более того, не стесняющие в случае сомнений посоветоваться с врачом-психопатологом. Вот один из рассказов о непонятном, случившемся в одном из свердловских домов. Часов в 11 вечера женщина, собиравшаяся ложиться спать, увидела в окне, 3-й этаж, балкон, лицо человека. Нечто похожее на древнюю скульптуру, просто удивительное. Словно из старой слоновой кости. Отсвечивает зеленым, сократовский лоб, голый объемистый череп, описывала она видение. Рассматривали друг друга долго, пока женщина не пристыдила незнакомца вполголоса, нехорошо заглядывать в чужую квартиру без спроса. Лицо чуть дрогнуло и медленно стало удаляться от окна в пространство. Уменьшалось постепенно до точки и исчезло. Первой моей мыслью было: собеседница видела сон. Но она, словно догадавшись, сказала: «Я и сама сомневалась, подумала, что заснула». Хотя хорошо помню, что не спала. Но как объяснить дальнейшее? Утром, придя на работу, она начала было рассказывать сослуживцам о своем необычном сне. Как вдруг одна из сотрудниц прервала ее, сказав: «Дайте вначале я расскажу». И поведала, в это же время она у себя в квартире почувствовала, что кто-то на нее смотрит. Оглянулась на окно удивительно красивая женщина. Поняв, что хозяйка заметила ее, незнакомка исчезла так же, как и в первом случае. Одна немаловажная деталь: вторая рассказчица живет в том же доме, только на 5-м этаже. Вот такая небылица из разряда «хочешь верь, хочешь проверь». Одно скажу: люди они серьезные, в возрасте, к глупым шуткам не склонные. Оптический феномен, галлюцинация, лазерная телетрансляция, мираж, гипноз или еще что-нибудь? Легче всего безапелляционно подвести этот случай под любую градацию из перечисленных. Труднее попытаться всерьез разобраться в случившемся. Всего год-два назад никто из серьезных ученых даже и слушать о подобных фактах не пожелал бы. В лучшем случае фыркнул бы презрительно: бредни, старушечьи сказки. Но времена меняются. Наконец-то мы начинаем осознавать, насколько отстало человечество в изучении природы. Особенно живой. Именно поэтому наиболее дальновидные ученые страны призывают смелее вторгаться в область неизведанного. Вести поиск по всем направлениям. Например, академик АМН СССР Казначеев рекомендует не отбрасывать необъяснимые случаи. Хотя, конечно, трудно дать им правильное научное обоснование. Сейчас в мире существует более 50 союзов и ассоциаций, изучающих проблему НЛО. Самоорганизовалась подобная группа и у нас в Свердловске. Кроме нее есть отдельные энтузиасты в научно-исследовательских и учебных центрах, лабораториях областного центра. Интересное исследование о проблемах НЛО и экстрасенсов прислал в редакцию сотрудник Лесотехнического института, доктор технических наук, профессор Ремпель. Его вывод: НЛО, как объективная реальность, существуют, как существуют шаровые молнии, полярные сияния и другие всплески самоорганизации вещества и силовых полей вокруг нас. Любопытного вокруг нас происходит немало. Недавно в одной из свердловских квартир произошло непонятное. На подоконнике вдруг проступил странный рисунок, круг с заключенным в нем символом, похожим на лист клена. От круга расходились около 3 десятков лучей. Между некоторыми из них виднелась странная штриховка. Рисунок не смывался ни горячей водой, ни даже спиртом. Над происхождением и значением странного рисунка гадали многочисленные друзья дома. Естественно, грешили и на таинственных пришельцев, и полтергейст, и на космические и иные излучения. Спорили больше недели, пока одной из женщин не попала на глаза обыкновенная грелка, которую молодая мамаша подкладывала обычно под ножки доченьки. Единственным чудом оказалось, что рисунок намертво перешел с грелки в краску, не вытравишь. В этой истории мне больше всего понравилось то, что обладатели чуда до последней минуты искали реалистическое объяснение случившемуся. Время от времени вокруг каждого из нас клубятся эмоциональные рассказы о различных таинственных случаях.
Хотите посоветоваться, звоните в редакцию. Очень не хочется, чтобы мы упустили из виду что-либо необычное, неординарное. Аномальные явления следует изучать, систематизировать. Неразумно не изучать, не стремиться по возможности прочесть страницы из книги природы. Газета «Уральский рабочий», 1990 год. Вообще-то эти таинственные светящиеся в воздухе образования могут быть и другого цвета, как и размера. Но наиболее ярко они себя проявляют именно тогда, когда принимают образ спелых апельсинов. Правда, в отличие от обычных, ведут себя по крайней мере странно. В субботу 24 марта сотрудница одного из свердловских учреждений возвращалась домой. Сыпал снежок. На углу улицы Ботанической и Гагарина слева на уровне 3-го этажа заметила ярко светящийся шарик. Он стремительно летел впереди нее, вниз. Потом отскочил назад. Затем превратился в расплывчатое пятно над головой, запрыгал по ветвям деревьев, скакнул на землю. «Зеркалом кто-то балуется», — подумала женщина. «Пускает солнечного зайчика». Потом опомнилась, ведь вечер поздний, солнца-то нет. Зайчик скакнул под ноги. Стала перешагивать, отпрыгнул в сторону. Потом снова появился перед нею, словно заигрывая. И как бы не пускает вперед. Шагнула, вновь играет, не пускает. Однажды женщине доводилось уже встречаться с шаровой молнией, но это было какое-то иное явление, не похожее. Она не испытывала никаких особых эмоций, но почему-то игра показалась ей чем-то неприятной, и она громко сказала: «Не гоняйся, пожалуйста, за мной, не пугай». Светящееся пятнышко зайчик, помедлив мгновение, исчезло. Словно разрядился, отмечает женщина. Никаких последствий, ни добрых, ни худых для рассказчицы от этой встречи не было. Но так бывает не всегда. Впрочем, об этом позднее. А сейчас еще несколько сообщений о похожих наблюдениях в странных играющих в светлячках шариках. Их встречали в конце прошлого и начале нынешнего года свердловчанка Шимина, житель города Артемовского Фахруддинов и другие. Есть письма читателей о встречах с ними и в прошлые годы. Пенсионерка Горбачева 17 сентября 1986 года видела, как над одной из улиц Уралмаша летело что-то с кабачок размером. От его на землю падал луч. Ребятишки пытались наступить на светящееся пятнышко. Но оно не давалось, отходило в сторону. Тоже в сентябре, только 1970 года Некрасова наблюдала, как проникший через стекло темно-желтый шар исследовал стены больничной палаты. Электросварщик Форленков трижды видел летающие фонарики над озером Балтом, под Камышловым и в Свердловске. Здесь, вдоль улицы Уральской, в сторону Блюхера, словно электролампочка двигалась над Дорогой. Высота метров 100 150. От нее шел сильный луч в несколько пучков. Потом как бы взорвалась. Бывший работник УВД вспоминает, как однажды к переднему крылу служебной машины словно бы прилипло светящееся пятно размером с 3-копеечную монету и сопровождало до самого гаража. Все встречавшиеся с этим явлением отмечают какую-то упорядоченность действий этих объектов, разумность ли. Особенно ярко это проявляется в рассказах тех, кто побывал в нашумевшем М-треугольнике у поселка Малепка. Светящиеся шары словно заигрывали с людьми. Шагнешь за ним, и отскакивает, ступишь назад, возвращается, вспоминают очевидцы. Не случайно кто-то из них назвал эти веселящиеся ночные огоньки из долины духов кокетками. Как тут не вспомнишь старинные рассказы о таинственных лесных и болотных огоньках, которые заводят человека невесть куда. Конечно, не всегда встречи с ними бывают безобидны. В одной из свердловских квартир они проделали ровнехонькое отверстие в оконном стекле. Об этом мы уже писали. Аналогичный случай произошел в одном из свердловских кафе. Там тоже вдруг появилось отверстие размером с детский мяч. Апельсины или другие подобные сгустки материи, лучи, проделывают отверстия в стекле, дереве, греют металл. Энергетические способности их бывают поистине велики. Известен случай, когда такой шар играл с тяжелым железнодорожным составом. То разгонял его, то резко тормозил.
в комитете ПАЭ зафиксированы удивительные сообщения о встречах со светящимися шариками. Летом 1982 года ленинградка Попова проснулась от легкого стука. Окно растворилось, ветра не было, но деревья в саду почему-то гнулись почти до земли. На небе появилась яркая светящаяся, отлетела к окну, переливаясь всеми цветами радуги. Затем светящиеся шарики размером с апельсин рассыпались по комнате. Встала, они за подоконник, но один из них поймала. В нем открылась крышечка, и оттуда послышалась музыка. Спросила: «Кто вы?» Из шарика ответили: «Такие же, как вы». После небольшой беседы женщина хотела было позвонить друзьям, чтобы познакомить их с этим чудом, но телефон оказался отключенным, как и электричество. Затем у нее наступил провал в памяти. Очнулась, когда за окном светило солнце. Конечно, трудно поверить в эту фантастическую историю, опубликованную в одной из брошюр, посвященной изучению НЛО и АЭ. Как и в ту, о которой в 1983 году поведала газета «Советская Россия». Якобы житель парижского предместья Франк Фонтани погнался за светящейся точкой, спикировавшей с неба. Шарик сел на капот его пикапа, окутал светящимся газом, и человек исчез. На целую неделю. По возвращении он рассказывал, что вздремнул полчасика, во сне побывал в какой-то лаборатории, и его изучали движущиеся шарики размером с апельсин. Через них с ним разговаривали очень умные и мудрые люди. Так как Франк отсутствовал целую неделю, с ним беседовали в прокуратуре, то есть факт исчезновения зафиксирован официально. К сожалению, встречи с непонятным не всегда заканчиваются так безобидно. Вот что говорит редакционная почта: навстречу нам двигалось что-то похожее на фонарь, только какой-то черный. Мы шагнули к нему, но нас вдруг словно придавило к земле, все тело стянуло судорогой. Спутник мой пошутил: «Возьмите меня с собой», и тотчас его ударило словно дубиной или сильным разрядом тока. Сутки он ходил словно контуженный. Мастер одной из служб Свердловска ехал на работу. На одной из остановок в городе Березовском увидел над землей светло-зеленый шарик. Стал пристально всматриваться в него и тотчас почувствовал себя очень плохо. «Хорошо, что автобус двинулся, и мне постепенно стало лучше», — делится он. Бывают случаи и пострашнее, поопаснее. Однажды в тайге охотники были напуганы душераздирающим ревом медведя. Набравшись храбрости, люди подошли ближе и увидели, что зверь стоит на задних лапах, а над ним висит огненный шар, меняющий расцветку. Медведь мучился, пока шар не исчез. Еще печальнее закончился ночной визит оранжевого апельсина в палатку группы альпинистов в горах Северного Кавказа. Было это летом 1978 года. Мастер спорта международного класса по альпинизму Ковуненко проснулся и увидел, что в многоместной палатке на высоте 1 метр от пола висел ярко-желтый шар величиной в теннисный мяч. Он полетел к спальнику одного альпиниста, проник в него, и сразу послышался дикий крик. Апельсин выскочил, бросился к другому спящему, вновь крики боли. Затем гость прожег спальный мешок рассказчика, его пронзила адская боль, от которой он потерял сознание. Очнулся от отчаянных, нечеловеческих воплей товарищей. Казалось, визитер сознательно, злобно, словно садист, предавал людей пытке, сжег их тело. Затем исчез. Пострадавших, в том числе Карпова, Шичина, Башкирова, вывезли на вертолете в больницу в тяжелом состоянии. Олега Коровина шар убил. Очевидцы отмечают, что после подобных встреч у людей случаются параличи, психические сдвиги. Поэтому следует быть очень осторожными, ни в коем случае не отмахиваться, не угрожать, не делать резких движений. У ученых нет единого мнения по поводу этого малоизученного явления. Оно сходно с шаровой молнией, но немало и различий. Основные из них – молния живет непродолжительное время и появляется, как правило, в грозовую погоду. Специалисты по АЭ выдвигают несколько гипотез. Явление, известное в природе под названием шаровая молния, и его аналоги могут быть связаны с еще неизвестной науке формой плазмы или ионизированных газов. В ряде случаев зафиксированы черты системного, то есть разумного поведения плазмоподобных образований.
Такие формы жизни не исключали такие ученые, как Циолковский, Дэвис, Киль и другие. О неисчерпаемости электрона писали Ленин и Брюсов. Но почему это вдруг кто-то начал интенсивно общаться с нами, изучать нас? Может, верна та гипотеза, что непонятное издревле жило на Земле бок о бок с людьми? Спокойно. Но в связи с интенсивным вмешательством человека в экологию мы получили ответную энергетическую реакцию. Какова ее природа, неясно. Надо изучать ее, но главное бережно, тактично относиться к ее проявлениям. Газета «Тагильский рабочий», 1992 год. Не только 3 года, но даже 10 и 20 лет назад подобное уже наблюдалось над Тагилом. И этим летом тоже. С хорошей регулярностью это явление повторяется во всех деталях. Но если в далеких уже 70-х годах учителя в школе с таинственным видом говорили, что это военная тайна, то в эпоху гласности то же самое стало массовым нашествием инопланетян. Среди многочисленных световых явлений ночного небосвода это случается над Тагилом чаще всего. Мы даже коснемся 4 конкретных случаев, произошедших около 3 лет назад. События развиваются одинаково. Наблюдатели видят яркий точечный объект, иные, в зависимости от остроты зрения, шар, окруженный дымкой, светящийся как фонарь в тумане. От объекта к горизонту тянется яркий прожекторный луч, иногда 3, 5 или более. Видимое направление движения от северо-запада к востоку. Все явления длится от 3 до 5 минут, светящийся след остается на небе до получаса. Так было 3 октября 1989 года, когда объект прошел низко над горизонтом в северной части неба. 11 апреля 1990 года довольно высоко над горизонтом на севере, в ночь с 7 на 8 мая 1990 года и 17 октября 1990 года. Возможно, многие тагильчане могли бы дополнить этот список собственными наблюдениями. Уже тогда в Тагильском рабочем высказывалась версия о ракетном происхождении этого явления, причем людьми, имевшими к пускам ракет самое непосредственное отношение. Действительно, яркая точка сопло работающего двигателя – прожекторный луч газа-полевой шлейф, который даже глубокой ночью может быть освещен солнцем и выглядеть очень ярким в ночном небе. И действительно, весь активный участок полета от старта до выхода на орбиту длится 8 минут. Теперь мы знаем место расположения космодрома Плесецк на севере Архангельской области и то, что траектории запускаемых ИС проходят в основном к востоку. Явления, наблюдаемые с Земли при запусках ракет, описаны в литературе и точно соответствуют наблюдавшимся. А теперь, когда опубликованы данные о запусках ИС, можно, сопоставив даты, убедиться, что 3 октября 1989 года мы наблюдали старт космоса 2047, 11 апреля 1990 года был запущен спутник «Фотон», кстати, коммерческий запуск с французской аппаратурой, а 7 мая 1990 года на орбиту вышел космос 2077. А вот данных о запуске 17 октября 1990 года нет, да и не мудрено, ведь он протекал не так, как предыдущий и закончился взрывом объекта, его превращением в круг, который, постепенно расплываясь, слился с небом. Был ли это запланированный эксперимент или неполадки в работе двигателя, мы, возможно, узнаем когда-нибудь, как знаем теперь, что при первом пуске энергии в 1987 году погиб не макет тяжелого спутника, по сообщениям ТАСС, а самый настоящий спутник. Достаточно часто с пуском ракет проводятся эксперименты, связанные с зондированием верхней атмосферы, когда на высотах 100 200 километров выбрасываются облака из различных веществ. Они наблюдаются как яркие расплывающиеся шары, иногда меняющие цвет по мере ионизации выброшенных продуктов. Целая серия таких пусков проводилась в последние годы со старейшего нашего космодрома Капустин-Яр, что привело к массовым сообщениям об НЛО и созданию уфологических клубов в этом районе. Интересно посмотреть, как рождаются легенды об НЛО. Поздно ночью 7 мая 1990 года стартует космос 2077. Те, кто наблюдает явление с возвышенности при открытом горизонте, явно видят, что объект проходит по крайней мере за десятки километров от них. Но вот открывает дверь в сени Пузанов Петр Иванович в селе Старой Чесноковки Самарской области, и он увидел на краю поля, возле опоры ЛЭП, непонятный объект круглой формы с красным лучом.
Луч имел форму конуса, вверху диаметром сантиметров 30, внизу около 30 метров. Яркий луч с четкими краями выходил из острой части овала и освещал опору высоковольтной линии. Если заменить сантиметры и метры на градусы, которые только и годятся для измерения на небе, то получится знакомая картина, которую и видели многие тагильчане в ту ночь. Но вот по подобной мерке начинает рисовать художник, и получается то, что надо. Тарелка отсасывает энергию из наших лэп. А затем выходит сборник, где собраны подобные наблюдения. Толкуются они, как правило, однозначно, а авторы горько сетуют на засилье официальной науки. Уральский следопыт, 1996 год. Рассказ Владислава Дебердеева. В первых числах августа довелось мне встретиться в 4-й эскадрилье летного отряда, входящего в состав компании «Уральские авиалинии», с бортинженером самолета Ту-154 Александром Дмитриевичем Никульшиным. Знаю его лет 20 как человека весьма серьезного, не трепача, и с психикой у него все в порядке, недаром все авиамедкомиссии проходят без ограничений. И вот что поведал он мне, находясь под свежим впечатлением от удивительного происшествия, случившегося с ним 27 июля 1995 года. В тот день Александр Дмитриевич отправился на своей автомашине «Жигуль» первой модели в гости к родне, живущей в городе Карпинске, что на севере Свердловской области. Проехав уже более 300 километров, он остановился у автозаправочной станции пополнить запас бензина. И увидел, что около АЗС собралась толпа зевак, вышедшие из рейсового автобуса пассажиры, работники станции и всякий прочий люд, все смотрят вверх и показывают руками на что-то там, в небе. Заинтригованный Никульшин, выйдя из автомобиля, тоже задрал голову и заметил высоко-высоко в его родном Пятом океане светлый шар, который по всем признакам не мог быть ничем иным, кроме как НЛО неопознанным летающим объектом. Хотя здесь, на Земле, уже наступили сумерки, было 22 часа 30 минут. Там, в вышине, шар НЛО был ярко освещен солнцем, которое для землян давно уже скрылось за горизонтом. Присмотревшись внимательнее, авиатор разглядел под пришельцем своеобразную приставку, отделено напоминавшую самолет. Подивившись минут 10-15 на этот загадочный объект, Александр Дмитриевич, а он, по его собственному признанию, никогда в жизни не верил ни в каких инопланетян-пришельцев, ни в их сверхзвуковые или даже сверхсветовые. Транспортные средства тарелочного или иного вида решил продолжить свой путь. Благо до Карпинска оставались считанные километры, а время-то уже было позднее. Сел за руль, включил зажигание и ничего. Он еще несколько раз попытался запустить двигатель, но, увы, все с тем же нулевым результатом. Тогда бортинженер стал проверять все энергопитание, всю электросеть автомашины. Оказалось, что не горят ни фары, ни габаритные огни. Короче говоря, полностью заправленный электролитом и заряженный на всю катушку перед дальней дорогой аккумулятор начисто отказал, вышел из строя капитально. Та же самая история с зажиганием и проверкой питания повторилась 1 к 1 и у стоявшей рядом «Волги». Оба водителя решили, что эти отказы – происки НЛО. Ведь давно известно, чтобы пришельцы не причинили землянам вреда, не следует обращать никакого внимания на непрошенных гостей, приближаться к ним, а ем более вступать с ними в аудио-видео и суггестивный, мысленный контакт, не говоря уж о контакте чисто физическом. А тут к энелонавтам был проявлен явно повышенный активный интерес, да к тому же массовый. Вот шар с самолетоподобной приставкой и отреагировал адекватным, наказующим образом. Дело кончилось тем, что как «Жигули», так и «Волгу» пришлось буксировать в город с помощью проезжавших попутных автомашин. А на другой день Никульшин вынужден был купить взамен полностью вышедшего из строя аккумулятора новый, заплатив за него 300 тысяч рублей. Вот такой штраф наложили на меня пришельцы, пошутил в заключении нашей беседы Александр Дмитриевич. Это была цена моего неумеренного любопытства, проявленного к впервые в жизни увиденному мною НЛО. Газета НЛО, 2000 год. Урал подвергся массированному налету инопланетян. Сигналы о появлении НЛО поступают из городов Артемовского, Новоуральска, Режа, все в Свердловской области и других вот уже несколько лет. Первым необъяснимым явлением стали шары, якобы опустившиеся на землю возле города Харовска, Вологодская область, в 1989 году.
Их видели 4 местных ребят. Вторую загадку астрономам из Режа подкинули военнослужащие строительной части, расположенной неподалеку, возле деревни Октябрьской. Летним вечером 1991 года караульные открыли огонь по объекту, похожему на человека, стоящего на летающей доске. Этой же ночью воинская часть подверглась налету целой эскадрильи загадочных погонщиков летающих досок. Все солдаты дали одинаковые показания. Очень интересные слухи о приземлении НЛО в окрестностях поселка Лосиново, Свердловская область, прокатились в 1991 году. Очевидцы даже показывали дорогу из поваленных деревьев, оставленную неизвестным летающим телом. НЛО темного цвета, напоминающий по форме длинную сигару, наблюдался вечером 20 сентября 1993 года на Алтуфьевском шоссе, окрестности Нижнего Тагила. Странный объект двигался в южном направлении. Потом внезапно ярко засиял и совершил крутой разворот в противоположную сторону, резко изменив свою форму. После этого НЛО исчез из виду, как бы растворившись в пространстве. Невероятный случай произошел в июле 1995 года в районе Невьянской наклонной башни Демидовых, Свердловская область. Неизвестный дискообразный аппарат на 20-25 минут завис невысоко в небе, посылая на Землю световые лучи неизвестно с какой целью. Потом он издал пронзительный свист и скрылся с высокой скоростью. В 1997 году подобное явление случилось и в Алапаевске, Свердловская область, только НЛО был шаровидной формы. Он светился и завис над землей всего на 5-10 минут. В августе 1998 года НЛО, напоминавший шляпу, видели автор этих строк с дедом и еще несколько рыбаков, ловивших рыбу на Тагильском пруду. НЛО бесшумно летел над водой, словно высматривая что-то, а метров через 500 взмыл в небо и ушел за горизонт. Жители поселка Буланаш Артемовского района 9 октября 1999 года в 11 часов вечера наблюдали некий четырехугольный объект с 4 огоньками по краям и одним в середине, который летел невысоко над крышами домов и при этом, как утверждают очевидцы, переливался красным, голубым и желтым цветами. Затем загадочный предмет повернулся на месте на 90 градусов и медленно удалился. Его больше никто не видел. Совсем другие НЛО примерно в эти же дни посетили Новоуральск. Несколько ночей подряд в воздухе над городом появлялись светящиеся объекты в форме чечевицы размером в 1,5–2 раза меньше Луны. У 2 из них имелись по 2 луча пульсирующего света. Нечто похожее видели жители 6-го квартала Режа. Здесь в предвечернем небе возник светящийся 4-конечный крест. 7 апреля 2000 года около 3 часов утра в небе над Асбестом, Свердловская область, появился НЛО в виде светящегося шара. Некоторое время он висел над городом. Позже принял вытянутую форму и улетел в юго-восточном направлении.